Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков, Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре гордый, тяжелый танк, немецкий, прем 8-го левела, мой любимчик Е75ТС. А почему мой любимчик, вот мы сегодня все и разберем. Но прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. Вот, и, наверное, все-таки пойдем сначала тяжелый танк, посмотрим бронирование. Передаем слово Мехводу Петровичу. Погнали. Итак, танкисты, коллижная модель нашего Е75ТС. Давайте изучать бронирование. Начнем с корпуса. НЛД снизу 182, сверху 172. Ну, такое, если ромбовать пытаться, все равно до 200 вырастает, но это понятно, как для 8-х левелов все равно немного. Играть здесь надо танковать, конечно же, от борта, но это дальше мы посмотрим. ВЛД 197, 209. Сказать, что это лютая броня, ну нет, конечно. Нас иногда даже обычными неголдовыми снарядами в корпус верхнюю часть будут пробивать. Башня у нас, можно сказать, такая сферическая. Вот, маска орудия. Ближе к стволу 460, вот кругляк вокруг ствола, тоненькая линия 230, здесь снизу 336, 311, сверху 377, ну, ребят, 307, лютая маска, она причем большая, закрывает треть башни, под маска орудия 230 щель, вот здесь вот эти щеки по 260, щеки вот эти по 230, вот здесь 236, эти рикошетные части держателя маски, не знаю, как это назвать. Вот, ну а сама башня 310 плюс, там до 600, короче, не пробить. Есть лючок, он небольшой. В нижней части люк у нас 166, в верхней 156 рикошет. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот в эту часть люк пробить достаточно будет тяжело, только вниз, в нижнюю часть, а это тоненькая полоска. Борт у нас вот здесь, в этой части прямой, тут, понятно, надгусеничная полка. Вот, экраны противокумулятивные. Итого мы имеем 85 миллиметров. Хорошо танкует от борта, подставляем подбашенный цилиндр. Очень тоненькая, ну маленькая деталь подбашенного цилиндра пробивается, остальное уже, увы, до 300. Подставляем мы ВЛД часть. Здесь ничего не бьется, здесь ничего. Только вот эта часть и вот эта. В целом броня годная, как для восьмерки тяжелого танка, норм. Так, с броней разобрались, давайте глядеть на орудие. Орудие 9-го левела, альфа 360, все-таки уфу-фу, нищая альфа, да, нищая, но у нас неплохая точность, хорошее сведение в целом. Пушка на стоке, это на стоке, заряжается 11,3 секунды, 227 пробития на основном, 282 на голде. Почему я, собственно, всегда и говорю, что этот танк хорош для фарма, потому что мы на основном типе снаряда имеем достаточно неплохое пробитие, как для 8-го левела. По полевой модернизации. Второй блок вездеходная ходовая, отстройка параллакса в 4-м, звукоизоляция в 5-м. А второй слот берем на турбину. Почему на турбину? Скажете, блин, этому танку нужен стаб. Действительно нужен. Но я играю со стабом, но без закалки. Все фу-фу-фу-фу, да фу-фу-фу. Пожалуйста, не хотите, играйте на закалке в основной слот. Во второй ставьте там досел. И тогда огневую мощь вторым слотом прокачивайте. И ставьте стаб. Но мне вот такая сборка как-то более лучше заходит на этой машине. По снарядам основной ББХ летит 1100, голда подкол летит 1375. Просто огонь. Вот. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, пихнул доп. Паёк. 5 членов экипажа у нас есть. Радист. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Передаем слово Индомит. Спасибо, Петрович. Ну а мы с вами давайте разбирать плюсы и минусы машины. Что касаемо пушки, начнем с огневой мощи, конечно же. Здесь сплошные плюшки. Хорошее бронепробитие, да. Быстрые снаряды, особенно на голде. У нас есть минимально комфортный УВН. У нас, как для тяжелого танка, уникальная точность 0.33. Достаточно комфортное время сведения, немного
все эти краски смущает, сгущает альфа, да, 360, а не 390, либо 400, как этого бы хотелось. Но зато есть точность, вот. Есть быстрые снаряды. Да и вообще, в целом, пушка очень достойная. Но лучше на ней все-таки играть со стабом, чтобы прям хорошие результаты по настрелу делать. Что касаемо живучести, 1550, ну, средний параметр, да, не плюс. Ну, броня зато какая в башне, она же у нас есть. По мобильности также, играя на турбине, мы получаем 50 километров вперед, 21 назад. Почти 17,5 лошадей на тонну. Удельная мощность. Очень подвижный, тяжелый танк. У вас есть броня, у вас есть подвижность. Вот. По обзору у нас 427 метров, что чуть больше, чем стандартное значение для тяжелых танков на 8 левеле. В целом, очень хорошо сбалансированный танк с броней, с интересной пушкой, вот, с хорошей подвижностью. Давайте уже отправлять Петровича в бой, смотреть, на что, собственно, Е75ТС способен. Так, господа, попали в сета против девяток. Обзор боем Е75ТС. Немецкий тяжелый прем-танк 8 левела. Такой вот гордый танк. Хорошая подвижность. Броня даже есть, ребята. Броня есть. Кто это там в мой танк залез? Фазюлька, ВЗшечка 111, да. Так, арты у них вроде как нет. И это хорошо. Что такое? Пробитие! Пробил его. Вот это очень неприятное попадание, очень! Пес пробил. Пробитие! Пробитие. Гля, не стреляет. Ха, почти на вылет. Хорошо. Давай снова Ну в вот и порядке. все. Можно ехать. Так, надгусеничную вот щеку есть только попробовать. Но это голдой надо. Не пробиваю его. Да Даже выеживался. немножко жалко. Что поделать? Да выеживался.
пробитие. Так. Прием на базу. Двух удали, надо побольше. Ить. Ой, там сколько негодяев. Вот это плохо. Вот это плохо, ребята. Все, насветили. Не настреляли, так насветили. Кобра летит. Пробитие. Splendid. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А у них, наверное, на базе-то и нет никого, да? Борщ где тусит? Вопрос где? 2800. 3К есть, ребята. В любом случае. Вот где борщ? У нас хп нету, мы не можем урон принимать. Где борщ? Наш так смело заехали, что, наверное, в этих кустах нет борща. Я надеюсь. Я думаю, я сейчас от борща умру. Он где-то в засаде стоит. Ребят, где борщ? Вот здесь где-то в засаде. Это 100%. Ну все, захват у нас. Победа по захвату. Искать борща с таким количеством хп, я думаю, ну не стоит. Бой против девяток. Запотели. Перестреляли девяток. Всех победили. Молодцы. Е75 ТС. Приличная машина, комфортная. Да, жалко борща мы не нашли. Да. Второе место у нас в бою по урону. Нормально. Ребята, сбалансированный, хороший, тяжелый танк. Всем рекомендую. Имба 4,5 по 5-бальной системе. Пацаны, у кого есть Е75 ТС, пишите свои комментарии, как вам эта машина. Рекомендуете ли вы ее к покупке, либо нет, какое вы используете оборудование. Получается ли на танке много настреливать и фармить серебра. Я, как для фарма серебра и на стримах раньше, сейчас советую эту машину иметь в ангаре, чтобы пофармить серебришко. Так что увидите в магазине, смело приобретайте. А всем говорю пока-пока, подписывайтесь на канал, прожимайте лайк под видео обязательно. До скорых встреч. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.